Друзья, приветствую вас на канале, посвященном погоде рынка недвижимости. Сегодня мы с вами будем подводить итоги прошедшего первого месяца 2026 года и будем говорить, конечно же, о рынке недвижимости города Днепр. Ну, что я могу вам сказать, друзья? Помните всеми уважаемого Остапа Ибрагимовича Бендера, который говорил крылатая фраза: «Лед тронулся, господа присяжные заседатели». А к чему я вспомнил данную фразу, друзья? На протяжении последних 6 месяцев, кто смотрит меня регулярно по городу Днепр, в общем-то, были, как она называется, несовершенно непонятные динамика роста наблюдалась стоимости квадратного метра. Вот где-то 6-7 месяцев. Причем ничем не объяснимо. И вот впервые за столь длительный период мы увидели, это еще колебательные всего лишь процессы, но я так что-то предполагаю, что вот эта динамика снижения стоимости квадратного метра в 2026 году, как, собственно, я и говорил вам, будет набирать обороты. И абсолютно этому есть логичное объяснение, что в городах-миллионниках без света, без воды, без канализации, да еще и в многоэтажных зданиях, сооружениях, где находятся квартиры, человейники, ну, очень сложно выжить. Ну, ладно, поживем увидим, но пока давайте вместе разбираться с процессами, которые я наблюдал на рынке жилой недвижимости города Днепр, благодаря статистическим данным, которые мне любезно предоставляет компания Олимп Консалтинг. Итак, друзья, перед вами карта Донецко-Приднепровского региона, куда входят 3 крупных областных, не 3, а 4 входило до войны крупных областных города-центра. Сегодня мы говорим о городе Днепр, бывший Днепропетровск. Давайте очень кратко пройдемся по легенде карты. Это сводные данные, которые характеризуют состояние рынка недвижимости на конец января 2026 года. Видите, да? Начнем с населения. Население 966 тысяч, это довоенное население, друзья. Традиционно прошу вас, кто смотрит без Днепра, напишите по вашим, так сказать, впечатлениям, ну, визуально все равно человек может отличать, больше населения, чем до войны, или меньше. Я предполагаю, что население осталось 1700, наверное. Почему предполагаю, что 1700? Потому что в конце видео, досмотрите, мы будем говорить о людском капитале, а точнее о количестве людей, которые проживают в Украине. Посчитаем все, так сказать, потери, которые людские потери, людской капитал, который никогда не вернется по разным причинам в Украину. То, в общем-то, я думаю, что в больших городах-миллионниках, город Днепр не исключение, население поубавилось достаточно сильно. Я думаю, 1700 сейчас. Ну, кто с Днепра меня смотрит, напишите, друзья, буду вам признателен. Количество предложений на рынке жилой недвижимости, это первичный и вторичный рынок, также, друзья, сократилось на 1,3%. Но это связано, друзья, с тем, что электричество в розетках отсутствует интернет. Ну и, соответственно, сейчас же все, так сказать, вот эти предложения, которые мы видим, они публикуются через интернет на веб-сайтах всевозможных платформах, интернет-порталах и так далее. Поэтому, естественно, у людей просто нет возможности выставлять для продажи свою недвижимость. Почему? Потому что банально отсутствует электричество в розетке. Да? Я почему-то вспомнил 90-е годы, или точнее 92 год, когда только начался, так сказать, появились условия для создания рынка недвижимости, там законы были приняты соответствующие, и люди стали продавать свою недвижимость. И это происходило следующим образом. Давали объявление в газету, или же ходили по дворам, клеили листовочки такие с надписью «Куплю» или «Продам». Вот что-то подобное, я так думаю, будет происходить с рынком недвижимости в 2026 году. Ну, не только в Днепре, понятно, что в Украине. Дальше, друзья, социальное жилье. Буду говорить только в процентном соотношении.
Впервые за 6 месяцев мы увидели незначительно, но все-таки это снижение. Это может быть колебательные процессы, друзья, но еще раз повторяюсь, я практически не сомневаюсь, что вот эти колебательные движения длиной в один месяц снижение минус 0,36%, в общем-то, в следующем месяце динамика ускорится. То есть мы будем видеть, как все с большей динамикой будет обесцениваться жилая недвижимости, ну, в городе Днепр, естественно. Аренда, друзья, социальное жилье. Также я взял период сравнения третий квартал с четвертым кварталом. Это долгосрочная аренда. Здесь мы видим динамику роста незначительно, плюс 1,37%. Следующий, эконом-комфорт бизнес-класс, это также вторичный рынок, подешевел на 0,25%. Незначительно, друзья, но это все-таки снижение. В прошлом месяце, в декабре, когда я сравнивал с ноябрем, здесь был рост 1%. И социальное жилье тоже там на 1% за месяц выросло. А сейчас незначительно, но все-таки я так понимаю, что вот эти тенденции долгосрочные, которые мы будем наблюдать уже в конце, естественно, 2026 года, они, возможно, и начинаются с января месяца 2026 года. Тенденции по снижению стоимости, напомню. Первичный рынок квартиры эконом-класс подешевели на 0,20%. Первичный рынок комфорт бизнес-класс. Здесь мы видим еще продолжается динамика роста незначительно, плюс 0,09%. Ну и первичный рынок элитный класс подешевел на 0,08%. Переходим, друзья, к следующему слайду. Более, так сказать, подробно, декомпозированно разберемся с социальным жильем. Карта города Днепр в разрезе административных районов. Ну, что бросается в глаза, друзья? Бросается в глаза, что наибольше всего подешевела недвижимость в Самарском районе. Минус 0,41%. Но это не удивительно, это такой спальный массив, причем там вперемешку и производственные, складские, то есть территории, да, и вот между этими территориями там как-то где-то еще и жилье строилось. Поэтому это самое бюджетное жилье было, и, естественно, видим, что оно подешевело в первую очередь на почти 0,5%. Ну, а меньше всего подешевела недвижимость, видим, что в Соборном районе. Минус 0,31%. Период исследования, конечно же, у нас декабрь 2025 год, сравниваем с сентябрем 2026 года. Следующий слайд очень быстро, это аренда. Давайте внизу только посмотрим, красная черта, вот это аренда за долгосрочная аренда. Сравниваем квартал, который был третий, с четвертым кварталом и, естественно, видим рост на 1,37%. То есть аренда продолжает незначительно показывать динамику роста. Следующий слайд, друзья. Здесь мы с вами будем говорить о том, что произошло с недвижимостью. Для примера взял класс социальное жилье с начала войны. То есть меня просили мои уважаемые подписчики: Андрей, покажите по городам, что происходило с недвижимостью на протяжении всего периода войны. Напомню вам, это уже почти 4 года. 24 февраля 2022 года началась война. Здесь поквартальное исследование. Видим, что март месяц 2022 год, $626 за квадратный метр. Ну, давайте очень кратко, в общем, ретроспективу дам вам. Первый год войны, друзья, где-то там порядка 9, наверное, процентов, может чуть больше, посчитайте, реперные точки есть. Стоимость квадратного метра снизила где-то порядка 9%. Второй год войны, друзья, произошло непонятно что, о чудо можно говорить, да, второй год войны, экономика разрушается, рынок недвижимости встал на паузу, то есть даже по каким-то кварталам мы видели незначительный рост стоимости квадратного метра, но это, друзья, связано с тем, это всего лишь мое предположение, напомним вам, что 2023 год ознаменовался тем, что контрнаступление, значит, Российская Федерация, войска Российской Федерации отошли с Киевской области, не с Киевской раньше, с Харьковской области, с Сумской, с Черниговской. Ну и, соответственно, нам говорили по телевизору,
что война закончится, победа Украины, будем пить кофе где там в Ялте, да, на набережной Ялты. Но, видите, ну, я предполагаю, что именно эти заявления и послужили неким таким, как оно называется, стоп-краном для людей, которые планировали что-то продавать, а во время войны продавать ну, себе дороже, что называется. Вот как у нас встала на паузу Конституция, так и рынок недвижимости на второй год войны также встал на паузу. То есть стоимость не снижалась, даже в некоторых кварталах росла. Ну, удивительно, да? Я работаю с финансовыми учреждениями, и люди, которые там работают, да, мне писали, и говорит, Андрей, а в чем прикол? То есть война-то продолжается, экономика разрушается, а рынок недвижимости не просто не снижается, а где-то даже и показывает рост. Но, друзья, на третий год войны, 2025 год, мы увидели в целом снижение роста где-то порядка 14%, достаточно сильно по сравнению с предыдущими двумя годами стоимость снизилась. Видите вот здесь, да? Ну и о чудо, как я уже вам говорил, это у нас шестой месяц, июнь месяц, второй квартал 2025 года, мы стали наблюдать, как стоимость квадратного метра в городе Днепр начала необоснованно расти. И, в общем-то, последние 6 месяцев этот рост продолжался, что меня очень сильно удивляло, хотя я не переставал вам, друзья, говорить, что это, в общем-то, возможно, связано, опять же, с завышенными ожиданиями, что война закончится, потому что если вы сравнивать вот этот год, второй год, здесь я вам вспомнил, да, информационный шум, который, возможно, повлиял на людей, что война закончится. Здесь примерно похожая ситуация. Трамп заявил, что за один день закончит войну, а он как раз в январе месяце 2025 года пришел к власти. Да? Потом он еще что-то много заявлял. Ну, так или иначе, я предполагаю, что все-таки это где-то вот и повоздействовало на неокрепшие мозги людей. Ну, может, я ошибаюсь, напишите ваши соображения. Так вот, мы видим, что январь месяц 2026 год незначительно, но впервые за 6 месяцев, как я повторяюсь, уже показал снижение стоимости квадратного метра. Я думаю, что это только начало. Подводя итоги за 4 года войны, вот здесь Excel по таблице данных, мы видим, что снижение 12,14%. Цифры есть, можете пересчитать сами. То есть, отвечая на ваш вопрос, за время войны в городе Днепре жила недвижимость данного класса подешевела на 12,14%, как и, собственно, остальные классы. Переходим к следующему, друзья, слайду очень быстро. Эконом-комфорт бизнес-класс. Это у нас, друзья, также вторичный рынок. Он подешевел за месяц на 0,25%. Можете посмотреть в абсолютных цифрах. Стоимость квадратного метра, также снижение в процентном соотношении в разрезе административных районов. Следующий, друзья, слайд. Это уже первичный рынок квартиры эконом-класса. Подешевели на 0,20%. Можете посмотреть в абсолютных цифрах стоимость квадратного метра. И также подешевел в процентном соотношении каждый административный район. Можете посмотреть. Следующий слайд – это первичный рынок квартиры комфорт бизнес-класс. Вот здесь остается незначительная динамика роста, плюс 0,09%. В абсолютных цифрах по административным районам можете посмотреть. И в данном случае незначительный рост. Также можете посмотреть раздельно по каждому административному району. Последний слайд, который нам, в общем-то, показывает колебательные процессы длиной в 1 месяц. Это первичный рынок квартиры элитного класса, они подешевели на 0,08%. Вы также видите, что количество, так сказать, административных районов, где строится данная недвижимость данного класса, осталась только Шевченковский, центральная часть, Соборная, это тоже там центральный район и центральный район. Хотя стоимость квадратного метра даже одного класса элитного очень сильно
изменяется в зависимости от местонахождения или от локации объекта недвижимости. Ну, в данном случае фиксируем снижение незначительное за месяц минус 0,08%. Итак, друзья, переходим к уже тенденциям. Тенденции, друзья, это долгосрочные процессы, в данном случае длиной в 1 год, традиционный мой слайд. Период сравнения январь 2025 года на примере класса социальное жилье. Видим 350-335 долларов за квадратный метр. И январь 2026 год уже 500-550 долларов за квадратный метр, что показало в годовом измерении рост на 2,8%, ну почти на 3%. И как мы видим, еще раз повторимся, стоимость, в общем-то, повышалась последние, так сказать, 6 месяцев практически, да. Итак, друзья, также я и компания Leap Consulting, немного саморекламы, считаем индексы рынка недвижимости для крупных иностранных банков, которые работают на территории Украины, также крупных системных национальных банков. И вот на примере индекса стоимости жилой недвижимости вторичный рынок, у вас картинка перед вами, класс социальное жилье, он положительный. Единичка, видим, да, запятая 0,28. Ну, во-первых, что такое индекс? Индекс – это макроэкономический показатель, который характеризует, как изменяется стоимость недвижимости во времени. И на примере я вам показываю. 550, но если у вас есть статистические данные, это очень просто сделать. 550 делим на 535. Получаем рост в годовом измерении плюс 0,80% или положительный индекс единичка запятая 0,28. Друзья, я знаю, что меня смотрят люди, которые работают в финансовых учреждениях, это управление по рискам или по риск-менеджменту. Данная категория специалистов по крупицам собирает эту информацию. Она им необходима, так как они знают, как меняется стоимость денег во времени. А я один из немногих в Украине, кто знает, как меняется стоимость квадратного метра недвижимости также во времени, что, в общем-то, я и на примере данного класса жилья вам и показываю. Поэтому эта синергия знаний, в общем-то, ваших и, естественно, моих, поможет вам, так сказать, и дальше облегчит бизнес-процессы, да, и, естественно, поможет мне дальше заниматься наукой, а компания Leap Consulting также работать в этой сфере и предоставляя консалтинговые услуги. Для того, чтобы меня найти, вам необходимо посмотреть описание канала. Там есть мой Viber телефончик. Напишите или созвонимся, как удобнее. И я составлю техническое задание вместе с вами. И вы будете получать информацию раз в квартал, обычно мы делаем такие исследования, по всему, так сказать, кредитному портфелю, под которым, мы говорим сейчас о недвижимости, под ту недвижимость, под которую ваше финансовое учреждение выдало финансовые какие-то средства. Еще раз напомню, вы знаете, как меняются деньги во времени, а я знаю, как меняется стоимость недвижимости во времени. В общем-то, это обоюдо, так сказать, выгодная работа. Итак, друзья, это была реклама. Переходим к следующему слайду. Здесь я сравнил два рынка. Рынок предложений квартиры для продажи, которые выставляются. Я оставил прежний слайд предыдущий, ничего не поменялось. Рост в годовом измерении плюс 2,80%. А вот внизу табличка поменялась. Excelевская, здесь аренда. То есть сравниваем продажи и аренда. Итак, по аренде, естественно, сравниваем 2025 год, декабрь месяц, с декабрем 2024 года. Видите, внизу такая красная черта, вернее, шрифтом красными отметил. За год аренда выросла 4,42%. То есть это, ну, достаточно много для прифронтового города, да, реально много.
Но динамика положительная мы видим. А вот рынок недвижимости по предложениям значительно уступает в скорости, так сказать, роста, да, стоимости квадратного метра. Всего лишь на 2,8%. Но, друзья, еще раз напомню, и у меня много видео, где мы с вами рассуждаем о стоимости денег, о пассивном доходе на, так сказать, рынке жилой недвижимости, ну и так далее. Так вот, я так все-таки предполагаю, что 4,50% это пик доходности, который, в общем-то, показала недвижимость города Днепра. Дальше мы увидим только снижение, собственно говоря, как и в сегменте, где предлагаются квартиры для продажи. Ну, а теперь, друзья, очень, наверное, думаю, кратко постараюсь, большой объем. Поговорим о людском капитале. Ну, что такое людской капитал? Наверное, объяснять не надо. Любая страна, любое государство – это прежде всего люди, которые населяют это государство. Потом уже на втором месте это полезные ископаемые и все остальное. То есть все должно крутиться вокруг людей. Почему на Луне нет коррупции и нет войн? Потому что там нет людей. Так вот, друзья, я вчера или позавчера так мельком что-то смотрел и услышал, как значит, гарант Конституции заявляет о том, что в Украине за 4 года войны было, ну, погибло 55 тысяч человек. То есть я не знаю, кто ему готовит эту информацию. По-моему, Федоров тоже заявлял то же самое. Это новый министр обороны, молодой, совершенно молодой человек, который не служил в армии, не имеет специального образования. То есть, ну вот с детского сада сразу же, так сказать, министр обороны. Ну, я так предполагаю, что это ничем хорошим не закончится. Но судя по тому, что, ну, я понимаю, что дезинформация как с одной, так и с другой стороны. Во время войны никто не говорит, сколько людей убило. Но люди шумные. То есть нельзя же со всеми из них делать каких-то, ну, придурков. Ну как 55? Я бы рад, чтобы вообще ни один человек не погиб. Но вот давайте поговорим сейчас. Это всего лишь мое предположение. Причем оно абсолютно вот логично, как мне кажется, да. Ну, напишите, кто будет меня смотреть. Не моя информация, вот смотрите, я даже ссылки даю на ресурсы, то есть это же все можно посмотреть. Я просто взял и посчитал. Причем не я, опять видите, Google Map отрисовал линию вот эту фронта, да, ну, я себе представил, как проехать на автомобиле, чтобы было просто понятно, да, откуда появилась эта линия. Там, где сейчас находится линия фронта. Итого, вот видите здесь скриншот, 2174 километра. Вот это вся линия фронта, друзья. Теперь я полез, нашел ресурс, наш украинский ресурс, где военные аналитики пишут, что современная война, друзья, это не какая-то там Первая мировая или Вторая. Надо 100 человек на 1 километр фронта. То есть для того, чтобы вот удерживать эту линию фронта, 2174 километра, необходимо, чтобы 100 человек, ну тут 50-100, понятно, что вот здесь где менее интенсивно, здесь, наверное, и 50 человек, может чуть больше, а вот там, где активно идутся боевые действия, тут точно 100. Но я взял 100 человек на километр фронта. И сложно. 2000 километров, ну, я здесь округлил, умножаем на 100, получаем 200 тысяч человек. Это непосредственно люди, которые находятся на передовой линии, то есть стреляют из окопов. Да? То есть я, кстати, слышал от военных каких-то там где-то в интернете, что это все можно найти, что где-то похоже на правду, то ли 150, кто-то говорит, кто-то говорил 170, ну давайте для того, чтобы удобнее считать было, это 200 тысяч человек. Это очень правда, это очень похоже на правду. То есть это люди, которые действительно воюют. А следующий, друзья, слайд. Здесь мы с вами поговорим о обеспечении вот этих 200 тысяч, которые воюют. Ну, там же ротация должна происходить. Человек в окопе не может сидеть больше 5 дней. По-моему, больше 5. Его надо обязательно поменять на другого, чтобы военнослужащий мог отдохнуть и, ну, восстановиться. Итак, опять же, не моя информация, ссылки есть, можете посмотреть.
Значит, на одного стреляющего в окопе от 3 до 5 человек в тылу. Ну, я взял, понятно, что 5 человек, опять же, с учетом огромной линии фронта, и несложно, в общем-то, да, вот здесь функции обеспечения, чтобы было понятно, почему на одного стреляющего надо 5 человек, которые находятся не на первой линии, там же вторая линия может быть за первой, ну и так далее. То есть это логистика, боеприпасы, ремонт техники, медицина, ну и так, связь и так далее. То есть вот эти функционал тыловой, так сказать, выложен, да, людей, которые в тылу находятся. Умножаем 200 тысяч человек, это те, которые в окопах стреляют. На 5 человек это тыловое обеспечение, получаем армию уже 1 миллион человек по всей линии фронта. Но еще дальше, друзья, глубокий тыл, так называемый, хотя это не военный термин, я его так применил, потому что я не военный, но он мне, так сказать, понравился. Помимо всего, еще присутствует 2 человека, то есть включая этих 5 человек, которые находятся, ну, вообще далеко от линии фронта, прям очень далеко. Итого на одного стреляющего всего 7 человек обслуги. Это тыл и глубокий тыл, это все обеспечение. Умножаем 200 тысяч на 7 человек, получаем вот 1 миллион 400 тысяч, это предполагаемая армия Украины. Ну, друзья, это очень тоже похоже на правду. Я и от политиков, и от военных, ну, в интернете, естественно, все это неоднократно озвучивалось, что кто-то говорил, что 1,5 миллиона, кто-то чуть больше говорит, что армия. То есть это, в принципе, похоже на правду. И вот так сейчас переходим к самому грустному, когда мы будем считать наши потери, да, предполагаемые потери, друзья. Я ни на что не претендую, я просто ну, люблю с цифрами разбираться, а что же на самом деле может быть. Поэтому это всего лишь мое предположение. Хотя я не хотел бы делать такие предположения. Но когда явно говорят, что 55 тысяч за 4 года войны, ну это просто, друзья, это просто смешно. Итак, предположим, что, ну, во-первых, мы не предположим, а знаем, что 4 года войны это 1460 дней. Это очевидные вещи, тут не надо предполагать. Дальше. Берем в расчет только 1000 километров фронта, то есть это вот эта часть юга, получается, юго-восточная, да, от Харькова, Донецка, Приднепровский регион, в основном Харьков меньше, Донецко-Приднепровский регион, ну и Запорожье, да, вот здесь Запорожская область. То есть мы сократили линию фронта в 2 раза. 1000 километров. И представили, что здесь, ну это так оно и есть, наиболее активные действия, и предположили, что на 2 километра передовой, непосредственно передовой, это 0, погибает в день 2 военнослужащих. Видите, да? Вернее, на 2 километра погибает 1 солдат. Ну и несложно, друзья, по счету. Как ни кощунственно это бы звучало, считаем человеческие жизни, души человеческие. Это, конечно, никогда бы не мог подумать, что такой этим буду заниматься, но давайте все-таки дальше проговорим. Итак, мы видим, что погибает 500 солдат в день. На карте смотрим от Запорожья до Харькова, пускай. То есть вот эта часть, которая у нас северная часть, да, северо-восточная, здесь вообще мы не считаем никакие потери, а только где интенсивные бои ведутся. Это 500 человек в день. Несложно 500 умножить на количество дней. Понятно, что интенсивность где-то разная, но мы вот так все уравняли, да, предположили константа 500 человек. Понятно, что в какие-то дни погибает меньше, в какие-то, наверное, больше и в несколько раз больше. Но даже считая 500 человек умножим на 1460 дней, получаем, друзья, сколько? Это вообще как бы ужасное число. Это просто катастрофа с точки зрения, сколько людей теоретически погибло. Это 730 тысяч, друзья.
Не 73 тысячи, не 55, а 730. Ну, можете посчитать сами калькулятором, кто чем умеет, да. Это предполагаемое число погибших за всю войну. Дальше 730 тысяч умножаем. Ну, кто-то может сейчас мне там напишет что-то. Напишите, вот мне будет интересно просто. Я свою логику обосновываю абсолютно простыми вещами, ну, вот цифрами, да. И они не завышены, то есть я вот даже сократил линию фронта в 2 раза. И теперь многие военные эксперты говорят, что на одного погибшего приходится от 3 до 5 раненых. Давайте возьмем 3 раненых. Разная степень ранения может быть тяжелая, легкая, берем 3. Умножаем и получаем совершенно фантастическую цифру, друзья. Это 2 миллиона 190 тысяч. Это общее число людей, которые, так сказать, и раненые, и погибшие, но, скорее всего, это люди, которые никогда не вернутся к нормальной жизни и никогда не будут. Э, Есть такая дефиниция в экономике. Это экономическое активное население. То есть люди, которые создают добавочную стоимость к внутреннему продукту страны. Так вот эти люди, они просто вычеркнуты из данного уже процесса. Ну, 2 миллиона, пускай так будет. И это очень похоже на правду. Почему? Потому что, опять же, мобилизация, помните, вот это точно я помню, что Федоров заявлял, 30 тысяч человек в месяц должны значит, поймать людей, да, для того, чтобы мы получили в год 360 тысяч. Для того, чтобы мы, так сказать, затыкали вот эти дыры на линии фронта, там очень много людей, по моему предположению, погибает, цифры я вам показал, рассказал. То есть вот это все складывается в определенные пазлы, которые говорят, что ну, где-то это очень похоже на правду. Ну, напишите, возможно, я ошибаюсь, друзья. И вот теперь смотрите, подсчет последний. Почему начали с недвижимости и заканчиваем людским капиталом, или, как у нас любят говорить, ресурс, да? Статисты называют рабочая сила. Вот до чего дожились, да, в 21 веке. Ну, рабочая сила это еще вроде как и неплохо, когда работа есть. А вот когда ЦКшники называют тебя мобилизационный ресурс, это вот это уже беда-беда. Так вот, недвижимость равняется люди, потому что в этих квартирах живут люди. И чем меньше людей, тем менее востребована будет недвижимость. Основной посыл, который, в общем-то, я хотел донести до вас. А теперь опять по вполне официальным источникам, это Организация Объединенных Наций, говорит нам, что 7 миллионов, смотрим вверху, показывают, 7 миллионов 678 тысяч – это люди, которые уехали только, друзья, в Евросоюз и получили статус временной защиты. Дальше 2 миллиона уехали украинцев в Россию, но Российская Федерация или уполномоченные чиновники заявляют, что это 5 миллионов. А Путин, я слышал там 2 недели назад, говорит, что ну, у нас вообще 10 миллионов здесь живет. То есть кто здесь считал украинцев, которые уехали? Или кто вот здесь считал украинцев, которые уехали? Но если здесь считали, может быть, там какие-то там дают пособия, да, не знаю. Но опять же, не во всех странах Евросоюза дают эти пособия. Ну, в общем, дело темное. Но цифры какие-то есть, и я от них отталкиваюсь. И, друзья, вы же помните, что земной шар, ну, это такой круглый мячик, и там 186 или 183, по-моему, государства находятся. Ну, если ошибся, напишите мне. А здесь учитываются только люди, которые переехали в Евросоюз. То есть есть огромный континент. Это у нас Америка, Латинская Америка, Азия, что там еще у нас? Да, в общем-то, много чего у нас есть, ну, у нас, я имею в виду, на Земле, да, много куда есть уехать людям, которые имели такую возможность. Поэтому здесь я так думаю, что гораздо больше разбежалось украинцев по всему земному шару. Ну, а теперь давайте подведем наши, так сказать, итоги. Помните, как в той песне, хотя, может, слова не к месту, но, опять же, очень похоже. Гуляли, веселились, потом, значит, подсчитали, прослезились, да. И вот смотрим, что 7 миллионов 600 тысяч – это люди, которые уехали, украинцы, в Евросоюз. Прибавляем 5 миллионов, те, которые уехали в Российскую Федерацию. Я добавил 2 миллиона, друзья. Понятно, что там всего лишь 750
ужасное число, 750 тысяч. Это, по моему предположению, это погибшие, но при этом, при всем, мы здесь не учитываем людей, которые 200-е, а 200-е, вы же помните, это, вернее, 200-е, 500-е, это самая страшная судьба у людей, которые просто, ну, погибли и их тел не могут найти. А это значит, что их семьи выплаты никогда не получат, ну и, соответственно, никогда не узнают, где находятся эти люди. И их достаточно тоже много. Ну и люди, которые ушли в самовольное оставление части. Вот это все, скорее всего, будет, наверное, 2 миллиона. Итак, друзья, несложно все это суммировать, потери, и мы получаем 14 миллионов 600 тысяч. Это то, что на сегодняшний день люди, которые никогда не вернутся на территорию Украины. Официальная статистика внизу, друзья. 2022 год, первый квартал они дают, это украинская статистика. В Украине проживало 41 миллион 167 тысяч. Также напомню вам, что в 1991 год Украина, будучи республикой, которая входила в Советский Союз, стала самостоятельным государством, проживало здесь 52 миллиона человек, видите, да? Ну, я округлил немножко в большую сторону. И за весь период самостоятельного, так сказать, развития как государства Украина потеряла без войны, друзья, 10 миллионов человек. Это огромное количество людей, друзья. Это не просто огромное. Вот это целая страна. Для примера вам приведу Израиль. В 1954 году получил государственность, как самостоятельное государство. 800 всего лишь было тысяч населения. Сейчас это порядка 10 миллионов населения. То есть вот за все это время мы, так сказать, профукали целую страну, потеряли. Да? Ну мы как мы. Понятно, что мы выбирали тех президентов, один лучше другого. В итоге мы видим, как деградировала, в общем-то, депопуляция населения Украины, да, без войны. Добавляем теперь вот 41 миллион 167 тысяч, отнимаем 14 миллионов 600, получаем 26 тысяч 567. 26 миллионов 567 тысяч. Такого, по моим предположениям, населения на сегодняшний день, но если мы сюда добавим еще люди, которые уехали в Америку, Латинскую Америку, там, Азию, там, может быть, ну, куда угодно, да, здесь только подсчитаны Евросоюз и Российская Федерация, то я так думаю, что, скорее всего, это 25 миллионов человек, которые проживают на территории Украины. А теперь, друзья, давайте я закрою показ слайдов и уже сам себе как бы задавая вопрос, на него отвечу. Скажите, при такой демографии и при такой депопуляции населения, насколько будет востребована недвижимость? И недвижимость еще вот в этих человейниках, огромных городах, которые становятся действительно каменными джунглями, как я люблю говорить. Зима пройдет, конечно, пройдет зима. Настанет летом. Но я даже не сомневаюсь, что с энергетикой что-то исправится, что-то сделают, потому что, в принципе, было 4 года для того, чтобы сделать правильные выводы. Я вам расскажу такую грустную историю очень, да, история грустная, потому что как только началась война, и потом, конечно, о прогнозах, ну, вы уже понимаете, да, что стоимость будет снижаться. Так вот, о грустной истории. Как только началась война, все вот эти патриоты-горлопаны из города Киева, естественно, что собрали вещички и уехали от греха, что называется, подальше. Тогда границы уже были закрыты, я тоже уехал, но ехать на Западную Украину и там платить сумасшедшие деньги за аренду, да, и чтобы тебе еще рассказывали, на каком языке ты разговаривал, я посчитал, это не нужно. Так вот, передвигаясь по пустым улицам города Киева, от блокпоста к блокпосту, почему? Потому что тогда метро не ходило, трамваи не ходили, эти автобусы не ходили, траншеи были выкопаны по Киеву, стояли ежи, и каждый квартал это был блокпост. Ну и понятно, что я вот натерпелся, да, переходя от одного блокпоста, магазины, кстати, не работали. У нас на Подоле работал всего лишь один магазин.
То есть это, ну, магазин тот же идти, да, то есть один блокпост тебя останавливают с учетом того, что у меня рязанская рожа, мне говорят, документы, проверка документов. Смотрят, а там еще рожден в России. Ну, труба дело, блин. Так что, ну, спасибо, что тогда хоть не это самое, не, так сказать, не расстреляли, что называется, без этого суда и следствия, да. И вот я это все к чему? Не в плане того, чтобы пожаловаться, а когда наверное, это был уже июнь месяц, да, июнь месяц был, когда Российская Федерация отвела войска от Броваров, а под Броварами это 20 километров от Киева было, с утра до вечера канонады, в общем-то, прилеты и все остальное. Так вот, как только Российская Федерация отошла от войска Российской Федерации от Киева, естественно, приехали люди, которые уехали. И, друзья, знаете, что произошло? Вот я просто к чему это подвожу. Вот почему за 4 года ничего не было предпринято. А это уже, я описал вам красочно тот период, когда это все происходило. Тоже света не было, тоже и воды не было, людей не было в том числе. И что сделал мэр города, который подрабатывает боксером или мэром, я до сих пор не разберусь. В общем, ну, напишите, кто лучше знает, чем он занимается. Знаете, он что сделал? Он начал совершенно верно обелечивать приехавших людей. Каким образом? Он купил, я предполагаю, большое количество эвакуаторов, так как люди возвращались на машинах. И вот эти эвакуаторы, они просто так наловчились, вот сейчас людей воруют, а тогда воровали так машины. Собрали машинку, раз и увезли, собрали, раз и увезли. И это в таком количестве этих машин они натягали. А у моих знакомых там ни по разу, ни по два забирали машины. Город Киев был переполнен машинами, а стоянок же, парковок нет. То есть город строился, опять же, строился как попало, где попало, не предполагали ни стоянок, ничего не предполагали. Так вот, вместо того, чтобы сделать выводы, заняться обеспечением энергетики, там, защитой, я просто говорю о том, что не, все повторится так же. Кличко купил эти самые эвакуаторы и начал обелечивать приехавших киевлян и, так сказать, люди, которые не только киевляне. Ну вот вам вся и грустная история. Поэтому зима пройдет, потом лето наступит, потом придет еще одна зима, и она будет 100% хуже, чем вот эта зима. Почему? Никто не сделает никаких выводов. Ну, это не очевидные вещи. Я просто еще раз привел вам пример. А теперь переходим к недвижимости. Я не сомневаюсь, друзья, что недвижимость будет снижаться в своей стоимости. Ну, давайте можем предположить краткосрочный прогноз до марта месяца, то есть мы увидим, как в феврале месяце, который пройдет, будет -1%. В марте будет -1%. Итого, сравнивая март месяц 2026 года с мартом месяцем 2025 года, мы увидим, что, друзья, снижение на 2%, а в годовом измерении это будет, ну сейчас там, по-моему, 2,5%, ну будет где-то, наверное, может 0,5% еще роста, положительная еще динамика будет оставаться. Но это, друзья, уже начало, так сказать, вот этих тенденций по снижению стоимости. И она, стоимость эта самая, будет снижаться и дальше. Ну, в общем-то, напишите, как вы думаете, возможно, я ошибаюсь. Ну, это такое дело. Я ежемесячно записываю подобные видео. Если ошибаюсь, скажу, друзья, извините, ошибся. Мои, так сказать, прогнозы были неправильными. И все остальное, что касается, так сказать, развития событий, было совершенно неадекватно и неправильно. Друзья, пришло время прощаться. Для того, чтобы вы знали, что происходит на рынке недвижимости, вам необходимо что сделать? Правильно, подписаться на мой канал. Вы также можете лайки ставить, дизлайки, также можете задавать мне вопросы, я с удовольствием отвечу адекватным людям. А еще вы должны помнить, что я ваш скромный слуга, и компания Олимп Консалтинг готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости, которые, я уверен, станут для вас компасом или же картой в каменных джунглях рынка недвижимости Украины. Друзья, до встречи в следующих моих видеороликах.